Когда жена говорит о разводе, эта ситуация сложная, но не критичная. Так хотя бы раз в жизни делала каждая женщина. Но если жена ушла и подала на развод, это критичная ситуация. Ей терять уже нечего. Здравствуйте! С вами семейный психолог-примиритель Светлана Белькевич. В стратегии «Как вернуть жену до развода» основной акцент делается на факторе времени. Именно поэтому на законодательном уровне во многих странах супругам дается 1 год на примирение. И вот этот срок, период, он не просто так его придумали, потому что статистика показывает, что через год большинство пар забирают заявление на развод. То есть у них была критическая ситуация, они принесли заявление на развод, но если вот этот год они что-то делали, то половина заявлений отзывается. Вот этот фактор времени очень важен. И доказательством того, что люди часто поспешили, как-то развелись под влиянием эмоций, свидетельствует количество запросов в том же Гугле и Яндексе о том, как вернуть бывшего мужа или бывшую жену. Есть такие проблемы, они очень личные, о которых мы не говорим. Но они нас мучают, и нам надо как-то в них разобраться. И мы можем окружающим говорить одно, когда приходим домой, садимся за компьютер, за телефон и начинаем искать информацию, что можно сделать. И вот оказывается, что запросы в Гугле, в Яндексе о том, как вернуть бывшего мужа или бывшую жену, являются высокочастотными. Вы можете сами это проверить. Это говорит о том, что даже когда люди развелись, их часто мучает эта проблема, потому что в отношениях был какой-то потенциал, они остались незавершенными. И человек пытается, ищет информацию, что можно сделать в этой ситуации. Следующий важный момент – оценка ситуации мужем и женой. Очень часто на консультации человек говорит: вы знаете, она вот взяла, просто так собралась и ушла, потому что тапочки мне там стояли. Я очень много лет работала с женщинами. Женщины ходят к психологу по 2 причинам, с 2 запросами: как выйти замуж и как развестись. Все остальные это производные от этих 2 запросов. Приходит девушка и говорит, как стать сексуальной, как стать там привлекательной, чтобы выйти замуж. А потом приходит она же через пару лет и говорит, как стать самодостаточной, уверенной в себе, чтобы развестись, не быть зависимой от мужа. И для женщины уход от мужа это очень серьезный шаг. То есть это не так, что она вот взяла, просто так и ушла. Женщины до этого очень долго там ищут информацию, да, что можно сделать, как сказать мужу, что он от него хочет. Потом она ждет, что он как бы сам догадается. Или она говорит об этом каким-то искаженным способом. Например, женщина стесняется сказать, что вот меня не устраивает распределение домашних обязанностей. Она как-то молчит, дуется, потом бах, ты мне вот никогда не помогал, все же сломал. Как правило, когда мы начинаем выяснять особенности, что произошло в семье, как жили супруги последние полгода, то вдруг оказывается, что жена не просто ушла, но прихватила с собой и много имущества, бытовой техники, какие-то дорогие вещи, документы забрала. И притом она вывозила эти вещи как-то не сразу, а постепенно. Там отвезу маме вот это, там у подружки что-то забыла. То есть она готовилась к этому. И потом, когда мы начинаем выяснять, то оказывается, что были звоночки, были какие-то действия, но мы их не видели и не замечали. В стратегиях «Как вернуть жену» выделяют несколько этапов. Разные исследователи выделяют разное количество этапов, называют их по-разному. Но все стратегии начинаются с того, что первым этапом является правильно согласиться с решением жены расстаться. Если ваша супруга ушла, и тем более подала на развод, то не нужно ни в коем случае ее уговаривать, убеждать, как-то воздействовать на логику, подключать родственников, тети, дяди, маму, папу, вообще никого этого не нужно делать. Это ей еще больше злит. Напротив, нужно сказать, знаешь, наверное, ты права. И я бы не решился, но наша жизнь, она стала невыносимой, и невозможно так больше жить. Мы мучаем и себя, и детей. Ничего хорошего из этого не будет. Знаешь, мне тяжело как-то
принять факт развода, я согласен с тем, что нужно разводиться. Я прошу тебя, дай мне время, вот прийти в себя, и мы разведемся. Жизнь долгая, и пару месяцев нам погоды не сделают. Но мы разведемся, но знаешь, вот мне нужно время, чтобы я пришел в себя. Если не могли мы нормально жить, давай хотя бы нормально разведемся. Вот без этого не так, как вот, вы знаешь, вот люди расходятся, что-то там ругаются, скандалят. Давай разведемся по-человечески, договоримся по имуществу, по детям, решим все вопросы. Я понимаю, что все возможности исчерпаны, так дальше жить нельзя, будем разводиться. Прошу мне дать время. И все. И на этом все. И начинается следующий этап. Я его называю своей авторской стратегией пауза. Кто-то называет уйти в тишину. Есть психологи, которые говорят полный запрет на коммуникацию. Если есть возможность, то вы вообще не общаетесь. Но часто бывает другая ситуация, ошибка, когда муж ищет общение, то есть позвонить, спросить, например, что подарить ребенку на Новый год, когда сейчас лето. Ну, что-нибудь вот из этой области. Это навязанное общение, когда мы ищем повод, чтобы человеку написать, спросить, как дела. А женщина воспринимает это вот опять что-то от меня хочет. На данном этапе вот категорически запрещены какие-то душевные разговоры, когда мы ищем общение. Возвращать жену сразу после того, как она ушла, подала на развод не стоит, потому что слишком много эмоций, как у мужа, так и у жены. Оба обижены, слишком много претензий, злятся, и вы друг друга просто не услышите. Вы еще больше разругаетесь, потому что все желание мужа как-то поговорить, договориться, жена не слышит, она в эмоциях. Когда женщина в эмоциях, она вообще ничего не слышит и не видит. И нужно время, чтобы эти эмоции улеглись. Это возможно через 3 месяца, а чаще всего через полгода при условии сдержанного общения. Сдержанного — это значит, когда вы общаетесь по делу, без каких-то обвинений, претензий, ожиданий, упреков. Именно поэтому рекомендуется взять эту паузу. Вот эта пауза позволяет, во-первых, эмоционально стабилизироваться, успокоиться как мужу, так и жене. Во-вторых, переосмыслить происходящее и как-то изменить свой взгляд на ситуацию. Часто вопрос бывает, сколько держится эта пауза. В стратегиях, как вернуть девушку, вот эта пауза может быть вообще минимальная, 3 дня. Или как помириться после сильной ссоры, 3 дня достаточно. В серьезных отношениях, когда дело дошло до развода, это может быть 2 недели и даже 3 месяца. В некоторых ситуациях достигают, что люди полгода не общаются. Смотрите, за полгода можно получить очень ценный жизненный опыт. Можно разочароваться в каком-то другом поклоннике, в другом человеке. Или увидеть, что все-таки свободная жизнь, она тоже имеет много минусов. Сравнить свободную жизнь, скажем так, и замужнюю. И если вот в начале самом, когда люди только разъехались, муж уже готов сделать очень много, он с первый месяц платит кредит ее, дарит какие-то подарки, и жене так хорошо, она такая думает, о, круто, всю жизнь так будет. А через 3 месяца у мужа деньги заканчиваются, и он такой думает, а с чего бы это вдруг? Кроме того, все мы живые люди, и у нас есть потребности тела, нам нужны и сексуальные отношения, как-то начинает на других смотреть. Тут женщина понимает, что есть что терять. Если она сейчас будет так дальше, то ее муж тоже один не останется. Очень часто женщина внушает своим мужьям, что он кроме нее никому не нужен. И муж в это верит. А потом все мы живые люди, у нас есть друзья, коллеги, кто-то нас с кем-то познакомит. Всегда можно кого-то встретить при желании, и это тоже влияет. Даже неважно, вы встречаетесь с кем-то другим или нет, но жизнь не стоит на месте. И за полгода действительно происходит что-то очень важное, и женщины зачастую начинают переосмысливать происходящее, потому что идеального нет вообще. Есть всегда свои плюсы и минусы, как в семейной жизни, так и в холостую. В этот период очень важно, чтобы семейная система пришла в равновесие.
есть такая рекомендация — раскачка по эмоциям. Если жена подала на развод, ушла, там уже все раскачано, там ничего не нужно качать. Наоборот, нужно остановиться, и чтобы система успокоилась, вы успокоились, пришли в баланс. Никакой раскачки по эмоциям. Поэтому уходите от каких-то претензий, упреков. Если вы чувствуете, что что-то вас задело, вот хочется как-то ответить, огрызнуться, проигнорить, уколоть, ну вот максимально. Не всегда человек может это сделать, потом жалеет, говорит: ай, зря повелся. Но, тем не менее, как-то пытайтесь контролировать. Если хочется написать и выяснить отношения, напишите, но в черновик, в заметки куда-нибудь. И скажите: я ей отправлю через 3 часа. Кстати, очень помогает, через 3 часа люди как-то уже не отправляют или там какую-то половину того отправляют. Это помогает, это позволяет вам успокоиться и не накручивать. Общая стратегия выглядит следующим образом. Вы максимально оттягиваете время. Ваша цель — выиграть время. Год. Из тактических приемов вы максимально уходите от скандалов, упреков, обвинений. То есть это формат сдержанного общения и никакой раскачки по эмоциям. И при условии сдержанного общения примерно через 3 месяца, а чаще через полгода, люди начинают разговаривать. Они начинают друг друга слышать. Хотя бы не перебивают, не упрекают, становятся более мягкими. Но в жизни мы имеем другую ситуацию, когда жена ушла, муж сразу: нужно что-то делать, совершает какой-то героический подвиг себе в убыток, часто связанный с финансовыми потерями, оказывается без денег, эмоционально подавленным, у него больше нет ресурсов. И, конечно, он идет к жене с упреками, обвинениями. Она тоже на него злится, ведь она же ушла не просто так, что-то ее не устраивало в жизни. И получается, что люди не могут договориться. Поэтому вот сразу возвращать жену не стоит. Первым этапом является правильно согласиться, выдержать паузу, уйти в тишину, полный запрет на коммуникацию. Итак, как вернуть жену до развода? Общая стратегия направлена на то, чтобы максимально выиграть время. Всеми правдами и неправдами, любой ценой. Как говорится, в любви и на войне все средства хороши. Из тактических шагов главное не вступать в полемику по поводу раздела имущества, кто кому должен, кто кому жизнь сломал, кто должен меняться и как меняться, про упущенные шансы. Вот этого делать не нужно. То есть никакой раскачки по эмоции. Вы можете уточнить любые интересующие вопросы в комментариях. С вами была семейный психолог-примиритель Светлана Белькевич.